Всем привет на канале Спутниковое ТВ. В этом видео решил поделиться отзывом о отеле Grand Viking, который находится в Кемере. Отель 4 звезды. Предложен нам был компанией Annex Tour. Летали мы туда в июле 2019 года. Для начала несколько фотографий, потом видео. Это все будет сопровождаться моим отзывом. Как видим на фото, отель находится на окраине Кемера, окружен горами. До пляжа ходит автобус. Можно пройтись и пешком, это займет примерно 10 минут. А автобусы ходят по очень странному расписанию. В 10:30 последний автобус и в 12:30 он один забирает всех с пляжа. Также следующий уже в 2:30. Также есть возможность взять электроскутер, который будет стоить $7 рядом с отелем, либо $5 немножко дальше в самом Кемере. Итак, еще немножко фото. Вот у нас лобби. В лобби, сразу скажу, бар не работал на весь наш период отдыха. Кстати, в лобби очень хорошо работал Wi-Fi. Для того, чтобы к нему подключиться, подойдите на ресепшн, вам ведут номер комнаты и номер вашего паспорта. Также Wi-Fi работал хорошо по всей территории первого этажа, в том числе возле бассейнов и возле ресторана. Также хочу дополнить, что полотенца в этом отеле стоят $1 на весь период использования. По большому счету их даже никто не контролировал, можно было их потом забрать с собой. $1 одно полотенце. Этот снимок из интернета я как-то не додумался сфотографировать комнату для отдыха детей. Это все в идеальном варианте. На самом деле этих двух качелей, на которых сидят мальчики, уже нет. Весь пол грязный, домик на заднем фоне и все остальное, как вот эти вот велосипеды и машинки, сломаны. По большому счету все сломано и все в не очень хорошем состоянии. Также там очень-очень жарко, никакого кондиционера, проветривания, поэтому детям там находиться очень тяжело, но тем не менее почти половину отдыха ребенок провел именно в этой комнате, а другую половину в бассейне. Дальше я покажу видео этого детского бассейна. Также там левее есть 2 теннисных столика, ракетки бесплатно, номера очень хорошие, в принципе все как на фото. Есть кондиционер, есть телевизор, также есть холодильник, в который стоит 1,5 литра воды, а потом вы должны сами спускаться на первый этаж и набирать эту воду, вам никто ее больше не поставит. Уборка в номере через день, Wi-Fi во всяком случае у нас на втором этаже не работал. Ну а теперь непосредственно видео из отеля, 2019 год, июль месяц. Вот здесь у нас находится один единственный бар, очереди правда на нем никогда не было, работает с 12 до 10. Он здесь разливает пиво, раки, водка и вино. Также есть безалкогольная фанта, пепси. Вот у нас, кстати, на пляже бара нету. Вот это все, в принципе, территория отеля. Вот все ограничивается этим бассейном. Вот там вот вдалеке, куда я навел камеру, как раз и расположена эта детская комната. Вот здесь, в принципе, по большому счету и вся территория. Вон у нас там находится на первом этаже столовая. Ресторан, люди тянут еду к номерам, покушать можно как на столиках, которые расположены рядом с этим рестораном, так и вот непосредственно возле каждого лежака есть столик, на котором, в принципе, можно поставить тарелочку и там что-то перекусить, чай, кофе с печенюхой. Вот это такой бассейн, чистенький, хороший. Это детский бассейн, маленькая детская горка. Здесь тоже половину отдыха провел наш ребенок в этом бассейне. В принципе, детки все любили этот бассейн и в нем по большому счету и находились. Там вон большая горка для взрослых, тоже оккупировалась в основном маленькими детьми. За спиной у нас большие, не знаю, туи, то ли что-то типа того. В принципе, ветер здесь меньше всего продувал, потому как после обеда лежаки на обратной стороне возле самого ресторана зачастую там ветром зонтики сдувало. Хотя они на такой тяжелой платформе. Бассейн, в котором плавают и взрослые, и дети, 1,5 метра. Детский бассейн 45 сантиметров. По большому счету вот этим вот бассейном и ограничится вся территория отеля. Вот в этом месте работал Wi-Fi довольно неплохо. В принципе, можно было отправить сообщение, что-то посмотреть, какое-то видео. Лежаков всем хватало. Некоторые, конечно, занимали их, но все же всем хватало. Такие вот черепашки живут возле отеля. Вот это детский бассейн. Собственно говоря, дети чувствуют здесь себя очень хорошо. Глубина позволяет абсолютно не волноваться за детей. Ну, естественно, если не пить воду, так как она хлорирована. Далее у нас пляж. С пляжем все печальней. Пляж, как я понял, принадлежит ночному клубу Дакапа.
И здесь лежаков от самого Гранд Викинга получается только там какой-то ряд. И то я так до конца и не понял за неделю. Их постоянно меняли. По сути, наши лежаки желтые в уголочке. Вот эти все первые, которые сложены, они стоят 3 евро. А вот те желтенькие, которые там находятся здесь, по идее принадлежат отдыхающим Гранд Викинга. Как правило, здесь лежаков не хватало. И поэтому занимались зеленые лежаки и были всякие конфликты. Да, море, конечно, несравнимо прекрасное. Чистенькая водичка, конечно, соленая. Детям очень удобно. Песчаный заход. А дальше идет небольшая линия камней, которую можно преодолеть вот по этому мостику, который на заднем плане у нас находится. Очень тоже удобно придумано. Глубина здесь приличная уже с мостика, где-то 1,5 метра, поэтому нужно быть аккуратнее. Ну а деткам можно плескаться возле берега на песочке. Здесь вот получается прибережная линия, она вся песчаная. Через мостик можно заходить удобно, вот как видим, в само море. И дальше уже глубина, там плавать без проблем, даже без специальной обуви. Есть еще центральный пляж. На центральном пляже мы заезжали туда, там галька очень крупная, там, конечно, очень неудобно. Вот такой вот ширина пляжа, такая вот ее длина. Далее вот там вот уже находится территория других отелей. Там стоят яхты, все красиво, все среди гор. Важная для наших людей информация: на пляже все напитки, все платно, и заносить с собой свои напитки нельзя. Но мы проносили, конечно же, в супермаркете пиво по 11 лир. А вот здесь за этим столиком можно взять меню и посмотреть. Здесь, конечно, все очень дорого. На пляже нет бесплатного бара. Но зато есть бесплатный Wi-Fi, который работает тоже неплохо. Пароль, по-моему, там даже не нужен. Называется Докапа. А вот этот вот дядька будет собирать с вас деньги по 3 евро за лежачок. Также есть диванчики, которые стоят там по 30-40 долларов за сутки. Вернемся в отель, посмотрим еще немножко видео с отеля. Сейчас вы видите одно из редких мероприятий, которое проводилось на территории отеля. Они идут по средам, по субботам, называется «Турецкая ночь». В остальные же дни полная тишина до 10 часов, и в 10 можно просто идти в номер и спать. Никакой анимации, никакого развлечения, никаких аниматоров в принципе нет вообще. Все люди предоставлены сами себе. В общем, базовую информацию я вам дал, решайте сами, выбирайте сами. Напоследок покажу веселого мороженщика, который стоит на центральной площади возле часов. К нему мы ездили, арендовал электроскутер прямо возле отеля. Очень удобно, берите. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока. Evet, Marojna! Давай, дальше! Evet! Рожок, $1. Ой, упала Марojna! Еще?